Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна, и вы на канале Crochet Evolution. В прошлом уроке мы сравнивали два метода вязания: метод галочки и метод крестики. Но одно дело знать теорию и совсем другое почувствовать ее руками. Сегодня мы поймаем этот дзен, освоим плавную механику метода крестиков и свяжем математически идеальный шар, без дырочек, без неловких углов, только чистая форма. Вязание крючком – это тоже своего рода медитация в движении. Как в восточных практиках, здесь важна осознанность и экономия сил. Вводим крючок. И теперь вместо привычного размашистого накида делаем аккуратное короткое движение. Захват, протяжка. Мы не тратим лишнюю энергию. Именно эта мягкая дисциплина и фокус создают наше безупречно плотное полотно, идеальную кожу для будущей игрушки. А теперь магия формы. Если делать прибавки строго друг над другом, как в старых схемах, шар превращается в угловатый шестиугольник. Чтобы создать по-настоящему живую плавную сферу, мы применим небольшую хитрость. Сместим четные ряды в шахматном порядке. Просто разделите первую группу столбиков пополам в начале ряда. Посмотрите, как на глазах растворяются углы, уступая место безупречному кругу. Я уже провязала 5 рядов, и начиная с 6-го ряда мы и будем применять это правило к каждому четному ряду. Первую группу столбиков мы будем делить пополам. То есть, если в стандартной схеме 6-й ряд выглядит 4 столбика без накида, прибавка, повторяем 6 раз, и у нас получается 36 петель, то для создания идеальной сферы нам необходимо провязать 2 столбика без накида, прибавка, и затем 4 столбика без накида, прибавка, мы повторяем 5 раз. 1, 2, 3, 4, первая прибавка, 1, 2, 3, 4, вторая прибавка. Повторяем так еще 3 раза. Заканчиваем ряд, вяжу 5-ю прибавку. И теперь до конца ряда провязываем 2 столбика без накида. Это те 2 столбика, которые остались от первой группы. 1, 2. Таким образом мы будем провязывать все четные ряды. То есть 7-й ряд мы вяжем просто 5 столбиков без накида, прибавка, повторяем 6 раз. А вот 8-й ряд мы уже провяжем 3 столбика без накида, сделаем прибавку, затем будем вязать 6 столбиков без накида, прибавка 5 раз и провяжем оставшиеся 3 столбика без накида.
Для идеальной сферы количество рядов без изменений, экватор шара, обычно равно количеству рядов с прибавками плюс 1. Однако, поскольку X-образные столбики ниже по высоте, для сохранения сферичности иногда требуется добавить 1-2 дополнительных ровных ряда, иначе сфера получится слегка сплюснутой. Итак, рассмотрим этот пример. Я провязала всего 6 рядов, из них 5 рядов, начиная со 2 по 6, были с прибавками. Значит, по формуле мне нужно провязать без изменений 5 рядов плюс 1, всего 6 рядов. То есть с 7 по 12 ряд вяжем без изменений, каждый ряд по 36 столбиков без накида. Провяжу и встретимся. Довязала 12 ряд, вот так выглядит. Обратите внимание, если мы начнем делать убавки со следующего ряда, то в итоге шар получится сплюснутый. Вот как в этом варианте. То есть этот шарик я вязала четко по формуле, без дополнительных рядов. Здесь же я добавлю еще один ряд без изменений, то есть провяжу 13 ряд, 36 столбиков без накида. И за счет этого сфера получится более круглая. Так что всегда доверяйте своим глазам и чувству формы. Я провяжу еще один ряд и займемся убавками. Я провязала еще один ряд 13 и уже даже визуально понятно, что этот шар будет более круглый. Чтобы идеально закрыть шар, мы забываем про стандартные убавки. Это пропуск петли или захват под 2 полупетли. Вот такой. Убавки мы разбирали в принципе в прошлых уроках, можете посмотреть. Там же мы разбирали и кольцо амигуруми, и расширение шара с помощью прибавок, и закрытие шара с помощью убавок. Здесь хотела еще раз заострить ваше внимание на невидимых убавках. Что касается схемы, мы делаем убавки в зеркальном отображении прибавок. То есть 14 ряд мы будем вязать 2 столбика без накида, убавка, 4 столбика без накида, убавка, повторим 5 раз и 2 столбика без накида. И дальше каждый ряд, который у нас был с прибавками, мы отзеркаливаем, делая убавки. Тогда форма шара будет симметричная и сверху, и снизу. Покажу на практике. 14 ряд, 2 столбика без накида, убавка, подхватываю только за передние полупетли. Часто в моих видеокурсах я делаю убавку даже при вязании крестиками основного полотна. Убавку я делаю галочками. Но здесь сделаем вот таким же образом, тоже крестиками. Теперь 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4. Первая убавка из 5. Точно так подхватываем и закрываем. Продолжаем дальше по схеме, а я вам покажу, как выглядит полотно с невидимой убавкой. То есть это тихое бесшовное движение. Никаких шрамов на вашем полотне не будет. Сейчас я полностью довяжу шар по схеме. Принцип, я надеюсь, понятен. А пока обращу ваше внимание и дам несколько советов по поводу вязания маленьких деталей.
Есть один очень важный момент в самом процессе вязания мелких деталей. Как вы их держите? Частая ошибка новичков – насаживать полусферу на указательный палец. Помните, так мы сами изнутри растягиваем наши идеальные тугие крестики. Не делайте этого. Мягко обнимайте форму пальцами снаружи, слегка сплющивая края при провязывании петли. Берегите натяжение, которое вы с таким трудом создали. Вот так. А теперь набивка. Это тот самый момент, когда игрушка делает первый вдох и оживает. Наполняйте ее холофайбером бережно, используя пинцет, палочку или ножницы. Наша задача не набить ее до каменного состояния, исказив форму и растянув петли, а мягко поддержать заданный объем изнутри. Добавляйте наполнитель по чуть-чуть, ровно настолько, чтобы сфера стала упругой и ровной. Наш идеальный шар готов. Покажу для сравнения. Приплюснутый по формуле и с добавочным рядом. Из такой осознанной дисциплины и капельки математики рождается настоящая магия амигуруми. Наслаждайтесь процессом и отработайте этот метод вязания. Схему идеального шара в качестве подсказки я оставлю в закрепленном комментарии. Если вам нравится формат таких уроков, пожалуйста, напишите комментарий и поставьте лайк. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить дальнейшие видео. А в следующих уроках мы продолжим знакомиться с техниками амигуруми, научимся читать продвинутые PDF-схемы. И если вы хотите разобрать какую-то тему подробнее, также напишите об этом в комментарии, и я постараюсь сделать урок, чтобы контент был интересен и полезен вам. Отдельная благодарность нашим дорогим спонсорам. Ваша поддержка бесценна. Именно благодаря вам есть возможность делать такие подробные пошаговые уроки. Желаю всем вдохновения и успехов. До скорой встречи в новых видео. Пока-пока!